Так, вроде все готово. 8:26, 15 августа. У нас тут небольшой выходной в Баварщине, но только в Баварщине, и там еще в паре земель. Сегодня четверг, пятница у нас Фенсер так. Никто, естественно, на работу не идет. В общем, 4 дня. Гуляем. И, в общем-то, очередное небольшое путешествие. Сейчас что? Все упаковал, камеру упаковал, плюс взял сменную одежду. Сейчас надо дозалить горючку до полного бака. И подкачать колесико заднее. Какая красота. Ничего нету, никого нету. Так, 1.85. Приемлемо. Даже интересно, сколько сейчас влезет. Что тут буквально вон одно деление ушло. Но я уже 152 километра проехал. 9,5 литров. Собственно говоря, из Баварщины мы переезжаем в Баден-Вюртемберг, а здесь уже никакого выходного нет. Температура 18,5 градусов, отлично. Пока что пасмурно, но день обещается ясным. То есть, не знаю, может быть, через час-два это все растянет. Так. Ну, там туман над горами. Собственно говоря, едем мы по этой Бундесштрассе 28. Она проходит через два горных массива. Это Швабский Альп и Шварцвальд. Собственно говоря, в Шварцвальд мы едем. У меня было два варианта, куда поехать на длинные выходные. Это, соответственно, в Альпы и в Шварцвальд. В Альпах я хочу проехать дорогу, которая называется Deutsche Alpenstraße. И проходит этот маршрут от Линдау, от восточного берега Боденского озера до Берхтесгадена. Это уже граница с Австрией. Рядом с Зальцбургом. То есть, в общем-то, через всю Южную Германию. Так, через все немецкие Альпы. Но у нас сейчас праздник, который называется Мария Химмельфарт. То есть это Вознесение Пресвятой Богородицы, или как там, если его перевести на русский язык. Ну вот, и он праздник в Баварии и, по-моему, еще там в паре земель, где-нибудь там в Саарланде каком-нибудь или еще. В общем, которые шибко религиозные. Баден-Вюртемберг, он хоть и религиозный, но не шибко. Поэтому здесь сегодня рабочий день. Вот. Поэтому я, пораскинув мозгами, решил, что в Баварские Альпы сейчас соваться не имеет смысла, потому что выходной не только у меня, выходной у всей Баварии. Соответственно, есть очень-очень большой риск впороться в некислые пробки. Примерно так же, как у меня было с поездкой в Линдерхоф. Там я немножечко зазевался, выехал на час позже, чем хотел, и попал. Попал по полной, в общем. Там самая вот горная дорога, которая была, она оказалась испорчена всякими там голландцами, ну и в целом машинами. Они только портить умеют. Ну а голландцы на серпантинах — это вообще проклятие, потому что в их долбанной стране чей-то прыщ на заднице — это, наверное, самая высокая гора, и по серпантинам они ездить не умеют, ну вот просто абсолютно никак. Вот он, Швабский Альп. Они горки-то невысокие,
То есть там у них абсолютно высота 1000 с копейками метров. Но тем не менее они уже вполне как горки ощущаются. Вот оно главное зло. Вот оно зло. Какой хвост он за собой собрал. Sehr gefährlich. Очень опасно. Господи, оно, конечно, очень gefährlich, но до нуля-то при этом тормозить не надо. Да, вот он. Вот он, замок. Хоенурах, руины. Ну, на них мы уже лазили. У меня даже видео есть. Делали мы это, правда, ранней весной. Как да елки-палки, а. Прикольный замок. One eternity later. Прикольно. Господи, а и тут тридцатник. Не погоняешь тут. С учетом того, что грузовики постоянно снуют. Повороты вот такие вот слепые. Говорится, ну, как говорится, сам дурак, что выбрал отель на горе.
Здесь, может быть, не так сильно ощущается, но... Такая вот горочка. Ну. Уклон-то здесь такой довольно конский. Процентов 20 точно. Если вон дом как построен. Так, а нам, видимо, в магазин вон туда вниз. Да, при заселении со мной произошла наиглупейшая ситуация. Ну, не знаю, по степени идиотизма это просто 5 из 5. Собственно говоря, подъезжаю к отелю, а там на двери красуется объявление, что, мол, на месте нет, в случае чего звоните. Ну окей, позвонил, говорю ему, там, типа, ich bin Herr Николаев, ich habe ein Zimmer reserviert, на что на другом конце провода было некоторое удивление. Он говорит, что никто у меня ничего не резервировал на сегодня, поэтому меня тут даже в гостинице нет. Ну окей, сейчас подойду. В общем, хозяин подошел, открыл все. Еще раз проверили, что никакого резервирования нет. И тут я открываю у себя букинг и смотрю, что у меня резервирование есть, но оно почему-то не на август, а на сентябрь. То есть ровно на месяц позже. И там так прикольно получилось, что ровно через месяц, ну, практически, там, через 4 недели мне нужно было ехать в Мангейм и сдавать там экзамен по немецкому. И, видимо, когда я оба эти бронирования делал, а делал я их, в общем-то, в один и тот же день, меня переклинило, и в итоге я забронировал все на сентябрь. Ну, в общем, конфуз, к счастью, был довольно быстро разрешен, и я все же заселился. Сама гостиница располагалась практически на макушке холма, а сама деревня находилась, как видно, здесь в долине. И спуститься, ну, самое главное, подняться обратно было целым приключением, потому что я потом по Google картам посмотрел, там перепад высот составлял 94 метра. То есть, ну, практически там 100, это как, что получается, 30 этажей вверх. Вот. И все это дело на жаре в 31 градус. Такое себе. Поэтому купленное в магазине внизу холодное ледяное пиво было очень даже кстати. Kamera ein. Keine SD-Karte. Keine SD-Karte. Keine SD-Karte. Вот зараза, а. Похоже, что действительно ее там нет. A few moments later. Так, ну теперь-то карточка точно там. Бодрое утро нового дня. Построил я себе на сегодня маршрутик. Оказывается, здесь есть такая функция в навигаторе. Надо просто с ним посидеть подольше и повбивать по точкам. План получился довольно наполеоновский. Там 300 с лишним километров. И сейчас нам куда-то вот туда, в горы надо. Курорт. Да, курорт — это немецкое слово. В общем-то, довольно дословно означает лечебное место.
Кур это лечение, соответственно, ну, как по-английски, это cure. То же самое слово, по сути. Ну, аорт это место. 19,5 градусов. Сегодня опять жара. По-моему, 27 ожидается или что-то такое. Что-то мне кажется, что даже в Швейцарии на перевалах было полегче. Там-то хотя бы ты уже высоко в горах. Так что этот серпантин, он просматривается, в принципе. То есть ты знаешь, что вот там тачка едет, там, или кто-то еще. Здесь-то ничего не видно и никого. То есть вот эта тачка, она появляется просто вообще из ниоткуда. Тормозами стараюсь по возможности не пользоваться. Чтобы их не спалить, не перегреть. Прикольно получается, что с самого старта дня мне нужно проехать самую извилистую дорогу на сегодня. Скорее всего, это самая извилистая дорога на сегодня. Ну и вообще за всю поездку. Потому что это такая каноничная козья тропа. О, он что, на таком же мотике? Или на КСе? О, это прикольно. Да, хотел записать, какие тут, блин, скоростные повороты были. Только камеру включил, скоростные повороты кончились. Началось тридцатник, ремонтные работы и 3 ведра передо мной. 4. Так, ну а мы почти что приехали к первому пункту назначения на сегодня. Ну вот они. Шварцвальд, конечно, в первую очередь известен своими курортами типа Баден-Бадена. Ну, еще в голову приходит Шварцвальде Шинкен, то есть шварцвальдская ветчина. Но также, в общем-то, здесь в 18 веке были изобретены часы с кукушкой. Да, те самые часы с кукушкой. И вот как раз в Шонахейм-Шварцвальд расположены, как они сами заявляют, самые большие в мире часы с кукушкой в масштабе 50 к 1. Здесь, естественно, куча туристов, которые не дали мне расположиться оптимальнейшим образом, чтобы заснять, как эти часы бьют. И вот мы проезжаем через небольшой городок Триберген-Шварцвальд, неподалеку от которого была запланирована вторая точка моего маршрута. Для этого нужно было немножечко подняться на гору. Но, как всегда, что-то пошло не так.
В результате сбоя в навигаторе, ну или не сбоя, в общем, из-за того, что парковка находилась слишком близко к дороге, может быть, точка отметилась как взятая, но, в общем, я ее пропустил. А точка эта была так называемые Триберги Вассерфелле, то есть Трибергские водопады. Это каскад из водопадов, который, между прочим, самый высокий в Германии и чуть ли там не в Европе, что ли. Суммарная высота их составляет порядка 92 метров, то есть это высота падения воды. Но я вот здесь вот поставлю картинку из Википедии, как это должно было выглядеть. Ну и сама парковка, на которой мне надо было припарковаться, вот она, как раз на изгибе дороги. И, как можно посмотреть на навигаторе, в общем-то, никаких уведомлений не вылезло. Поэтому я ее, в общем-то, пропустил. Мораль сей басни такова. Люди, не покупайте Garmin. Красота. О, прикольно. Вот понимаю видоны. Конечно же, тут нигде никакого парк-плаца нету. И это было проблемой на протяжении всего маршрута. То есть, либо у нас был вид, но не было парковки, либо была парковка, но не было вида, потому что весь вид был загорожен деревьями. Так, здесь, конечно же, тоже никакого паркинга не будет. Тут озерцо прикольное. С прикольным названием Титизе. Тут тоже ничего не видно. Ну вот оно, озеро. Ротхаус. Это как бы вот она. Это пивоварня. Здесь дождик был. Если дождик был, надо поаккуратнее. Да, был. Скользко. Или это асфальт такой новый? Так. О! Да. То, что надо. Ой. Наверное, надо еще виньетку швейцарскую купить. Жалко, конечно, 40 франков, но... Ой. Готово. Две новости, хорошая и плохая. Смотри, как я скатал всего 18,7 литров бензина за 330 почти километров. Вторая новость плохая. Вот это пока на хер стоит 44 евро. Ну, конечно, на весь год. Ну, я не знаю, может быть,
Еще максимум раз в Швейцарию заеду. Такая. Ну, все. Мы в Швейцарии. Здесь-то, я надеюсь, уже доеду до местечка, которое давненько приметил. Да, успешно добрался. Добро пожаловать в коммуну Нойхаузен ам Райнфаль, расположенную в швейцарском кантоне Шафхаузен. И отсюда у нас открывается замечательный вид на Рейнский водопад, или Райнфаль. Это не такой высокий водопад, как тот, что я пропустил в Триберге. Он всего 23 метра высотой, однако он считается самым мощным в Европе. Здесь на соседнем берегу это уже кантон Цюрих, и замок называется Шлосслауфен. Ну а здесь на заднем плане расположен сам город Шафхаузен. Ну, проторчала здесь где-то час. Как вы думаете, сколько стоила парковка? Ой, а парковка стоила целых 5, мать его, франков. Das Motor immer frei. Nächstes Mal nicht ohne Etikette, okay? Окей, Mal. окей, Die Motor hat dann free. окей. И самое обидное, что я их заплатил зря. А, мы уже в Германии. Да? Ландкрайс Констанц. Вот, и это самое странное место в Германии. В общем, странность этой деревни заключается в том, что она со всех сторон окружена Швейцарией. Здесь вокруг кантон Шафхаузен, там на другом берегу кантон Тургау. Как-то эту деревню не поделили. Вроде как после Первой мировой войны здесь референдум проводили, типа давайте присоединимся к Швейцарии, не будем там никому мозги делать. Но, бляха, в Швейцарии не нашлось никакого равноценного клочка земли, чтобы разменять. Поэтому, в общем, остался такой эксклав. Ну, мы снова в Швейцарии, судя по знакам. А, вот, собственно говоря, и Швейцария. И снова в Германии. Блин, я тому обмутку налево. Ну реально обмудок. Так, ну что по итогу у нас получается? Еще километров 17 мне осталось. То есть, ну, грубо говоря, 200 на этом баке и 330 было на прошлом. Приключение на 530 километров. Что я могу сказать? Я сейчас вообще просто весь хлюпаю. У меня в шлеме хлюпает и воняет, как будто там кто-то сдох. Единственное, что я сейчас хочу, это поскорее добраться домой. Перед этим купив 2 бутылки леденющего пива
и всадить их просто сразу же залпом после холодненького душа.